дороги, здрасте. Сегодня будет бомбическое, лично для меня, во всяком случае, бритье. Сегодня будем экспериментировать. Экспериментировать с непростыми вещами, а чрезвычайно дорогими. Дорогими в плане истории, потому что это наша с вами история, от этого никуда не деться. Пока вы там будете рассматривать все на крупном плане, вас даже сюрпризы кое-какие ждут, потому что, лично для меня это было сюрпризом, это точно. Я же начинаю подготовку А в чем секрет сегодняшнего? Вы все узнаете на крупном плане. Вы идете, смотрите, я начинаю, а вы догоняйте. Самые простые расхожие вещи, которые можно найти практически в каждом городе. Одни из них вы можете купить в магазине, зайдя и потратив там 150, 170, 200 рублей, взять пластиковый станок вместе с пробником патио, с пачкой лезвий и начать уже этим бриться. Какие-то другие вы можете зайти на рынок и у старьевщиков поискать, посмотреть и взять достаточно в хорошем состоянии. Только когда будете брать, пожалуйста, обращайте внимание на геометрию, чтобы она хотя бы визуально была не нарушена. За этот я отдал 200 рублей, по-моему, за этот 350. И я считаю, что за такие станки это даже ничего, это даром. Это то, что у нас раньше выпускалось в России. Есть и другие вещи, которые сейчас, кроме как с руку перекупов, вы не возьмете. Вот тот же самый Master-Mas, к примеру. Это наша история. Такие станки, они выпускались в конце 30-х, начале 40-х годов. И сейчас до нас дошли уже не все в хорошем состоянии, но тем не менее дошли. И стоят они, к сожалению, не 3 копейки. Они стоят, ребята. Но с другой стороны, вот обратите внимание, самое интересное здесь не в ручках. Хотя да, конечно же, определенное сходство между ними есть, но тем не менее, они все-таки разные. Я бы хотел остановить ваше внимание именно на их головах. Если голова Master-Mas легко узнаваема, это хорошо продолженная тема жилета, когда в конце 20-х годов, вернее в конце 10-х годов, в начале 20-х годов жилет снял с некоторых своих изделий лицензию, и тут и Германия, и наши тут как подсуетились, и как айда выпускать копии жилетов, то вот это уже изделия советских времен. И посмотрите, насколько они отличны. На мой взгляд, отличия, если есть, то минимальны. Количество зубцов и то совпадает. Единственное отличие я нашел на нижней плите. Если у Master-Mas есть некоторые углубления, куда ручка заходит, то на советской версии, конечно же, уже ничего нет. Это касается формы. Ну а содержание, если у нас это латунька, то здесь у нас уже что-то такое, что, сталь, скорее всего, покрытая хромом. Головы. Чисто визуально здесь больших отличий я тоже не нашел. Здесь несколько заостренная часть винта, здесь она закругленная, как и шпеньки. Если у жилета конца 10-х, начала 20-х годов вот эти пули-фиксаторы были несколько большего размера и выше, то на Master-Mas, посмотрите, они уже какие маленькие стали. То же самое и здесь. Здесь они, по-моему, стали еще меньше. И вот какая-то плямбочка, вот я не вижу. Силумин, скорее всего, на сталь не тянет. Хотя по весу такой вроде так, знаете, стальной. Но почему-то мне кажется, что это литое изделие. Вот так вот я это воспринимаю. Возможно, из-за надписей, которые здесь есть. Все, что я смог здесь различить, это что-то 3А-ББ типа этого, и Москва внизу написано. Что это станок, что это за название станка, для меня до сих пор остается секретом. Но я думаю, что он будет точно такой же рабочий, как и Master-Mas, который мне показался средней агрессивности. Не мягкий, именно средней агрессивности во время работы. Какой же из этих? Давайте, наверное, копию Master-Mas оставим на лучшие времена. Он так потяжельше будет. А сегодня, наверное, возьмем его товарища, которого я взял за 250 рублей. Что это? Точно так же не имею ни малейшего представления. Информация минимальная. Единственное, что понятно, что станок трехсоставной. Ручка достаточно в ущербном состоянии по внешней составляющей. Что касается резьбы, с резьбой тут все в порядке, все нормально, все хорошо. Насечка функциональная, покрытие все послетало, конечно. Нижняя плита выглядит вот так.
К сожалению, никаких опознавательных здесь нет. Как нет и на верхней плите. Легко узнаваемые шпеньки, которыми начал, по-моему, впервые пользоваться именно жилет для фиксации лезвия. Но также это на сталь не тянет, это силуминка. Лезвие. По конфигурации чуйка подсказывает. Так, а здесь что такое? Что это такое? Цифра 2 и 2 шара. Понять не имею, что это значит. Если знатоки есть, ребят, расшифруйте, пожалуйста, что это такое. Было бы интересно, что это за машинка. Так вот, чуйка подсказывает, что это, скорее всего, будет или средний станок, или мягкий по своей агрессивности. Поэтому решил взять жилет Platinum. Одно из моих любимых лезвий. И посмотрим, как он на нем отработает. Но хочу сделать видео не простое, а с секретом. Секрет следующего плана. Это его стандартная комплектация, при которой его вес будет составлять всего лишь 50 грамм. Что же я хочу сделать? У нас есть ручки. Ручки от Федора Березнева, человека с золотыми руками, который может из нержи слепить конфетку, и посмотрите, как они выглядят. Одну из этих ручек мы с вами уже пробовали, прогоняли, 85 мм длиной. Вот эти две мы еще в ход не пускали. Одна на 100 мм длиной, другая также 85,5. Но почему-то мне захотелось взять сегодня именно вот эту. Не из-за ее длины, а из-за того, что Федор вместе с Дмитрием, они хотели сделать эту ручку под себя, под 41 станок. Что у них получилось или не получилось, я не знаю, потому что пробовали, не пробовали, вообще пацаны еще даже на эту тему не говорили. Но одну часть лица я хочу побрить вот этим станком, стандартной комплектацией, а вторую хочу попробовать на ручке от дяди Федора. Объясню почему. Если у меня получится, и вес тогда будет составлять 113 грамм. Прикиньте, ребята, это практически в 2 раза выше. И если у меня получится, то мы наглядно с вами сможем получить подтверждение тому, что, имея один станок, и как только у человека загорается жим-жим, блин, хочу еще один, вот что-то мне там надо, то порой достаточно просто ручку взять и поменять на какую-то другую. И станок должен кардинально поменяться. В моей жизни уже такое случалось и не раз. Случится ли это в этот раз, я не знаю, но попробовать чертовски хочется. Поэтому сегодня побреемся в 2 вариантах. Стандартной комплектации и на ручке от дяди Федора, которая что-то вот в руках-то держу. Чем дальше, тем она мне больше нравится. И как в руке сидит, и как сделано. И по весу прям кайфовая такая штука. Ну блин, ну прям вообще. И смотрите, кстати, ребят, как он внешне изменился. Прям серьезно. Ну, это о станках. Совсем недавно ко мне подошел один человек, Дмитрий его зовут, говорит: Вадим Викторович, а вы, говорит, вот мыло Свобода пробовали? Я говорю: да даже не слышал о таком. Он говорит: ну, именно для бритья. Я говорю: да, вон где-то там в магазине что-то продается. Я говорю: ну, ты если увидишь, возьми, говорит, и я попробую. Вот Димыч мне вот это мыло-то и подогнал. Сегодня, чтобы соблюсти общую канву о недорогих станках, недорогих помазках, недорогих средствах, я бы хотел использовать именно это мыло, потому что на самом деле оно стоит 3 копейки. То ли 40 рублей, то ли 50, то ли 60. Ну, что-то такое. Вообще совершенно смешные деньги. Насколько оно рабочее или нет, не знаю, ребята. Сейчас все будет впервые. Вот сейчас мы с вами все это дело и посмотрим. Состав. А, вот так. Кому интересно, почитайте, что там пишут. Интересно, хорваты выиграли, нет? Не вижу, нифига. Внешне выглядит достаточно серьезно. Ой, пахнет приятно. Хотя и с углем, хотя и напоминает что-то такое типа дегтярного, но пахнет очень приятно. И посмотрим, как все это дело сработает. А раз уж у нас сегодня недорогое бритье, то помазок нам будет сегодня помогать самый-самый простецкий. Наш Симош 1305. Давненько его не было в работе. Думал или Волфикса, или его, но почему-то решил на этом остановиться. Вот его и попробуем. Автошейв хочу сегодня от Ярослава. Что-то душа праздника просит, поэтому сегодня автошейв 4711. Уж так он мне, зараза, нравится. Прям душевная штучка. Очень приятный.
Ну вот и все, ребят, пошли бриться. Стоп, срочное дополнение. Когда я вам рассказывал, что практически в каждом городе на развалах можно порой найти очень интересные недорогие изделия, я совсем забыл и упустил из виду, что у меня еще есть станок из серии Спорт, который до сих пор можно взять за небольшие деньги, там 200, 300, 400, 500 рублей. Этот представитель по паспорту получается Спорт 6. Они бывают в разных комплектациях, в зависимости от комплектации. У него тут и циферка будет стоять, но слово «спорт» это объединяющее, ребята. Он объединяет единую конфигурацию, а цифра будет менять только материал изготовления станка. В данном случае Sport 6 это получается трехсоставной станок с металлической верхней крышкой и металлической ручкой. Нижняя плита у нас выходит, что пластиковая. И причем не какая-то там, а такой приятный пластик, вполне себе. И когда я стал его разглядывать, вот тут-то меня и торкнуло. Обратите внимание, найдите 3 отличия. Но здесь схожесть еще не так очевидна, а вот если вот так, согласитесь, достаточно сильно. А давайте снимем нижнюю плиту и посмотрим поподробнее. Опачка. Ну, как бы еще больше становится интересно. Ну, а верхняя плита различается лишь только, мне кажется, материалом. И здесь, вот видите, такая планочка небольшая идет. А здесь, на этом станке, ее нет. А если так сравнивать, то сходство еще больше увеличивается. Неизвестный станок из неизвестного материала, но произведенный в городе Москве, Sport 6 по паспорту. Как ни крути, получается, я счастливый обладатель, Спорт полностью металлический, но с непонятной мне ручкой. Отсюда вопрос, то ли голова от настоящего Спорта, а ручку продаван на рынке уже сам припендюрил, то ли на самом деле был такой станок. Вот это вот очень-очень интересно. Вот найти бы человека, кто во всем этом разбирается, его бы спросить, но, к сожалению... А вообще, с другой стороны, а почему? Может быть, у нас на канале есть такие люди. И, ребята, если кто-то знает, откликнитесь, пожалуйста. Все, теперь точно пошли бриться. Еще один сюрприз, который меня совершенно обрадовал, это то, что мыло Свобода вошло в мыльницу. Правда, чуть-чуть, по размерам ребята не доработали. Оно в верхнюю крышку вошло, в нижнюю не входит. Но зато в верхней, посмотрите, как удобно оно лежит. Вот, пожалуй, с этого и начнем. Как? Наверное, пришейф. Намочим лицо. Потом, раз уж оно у нас вошло в эту крышку, такой импровизированный стик за 40 рублей, да? Или сколько оно там стоит? Твою дивизию, ты что, падаешь обратно тебя? Блин. Что-то оно там не хочет, ребята, держаться. Скругленные края, вот оно и выеживается. Вот, все опять вошло. Так. Ну, дальше мы уже вот таким макаром. Пока у нас вся эта штукенция работает, предлагаю сейчас заняться пеной. Тем более, что у нас сегодня товарищ-то такой, который не частый у нас гость, хотя и рабочая лошадка. Вот сейчас мы его и прогоним еще разок. Так, стряхивать его не буду, просто отожму. Набираем. Ну, нормально набирается, что? По плотности пока пену трудно определить, не так уж ее много. Она вся, вот смотрите, как разбегается. Но на лице, я думаю, это уже будет более-менее понятно. Ну, раз уж у нас вот такой формат бритья, то, скорее всего, я больше делать-то ничего не буду, потому что на помазке уже достаточно. Плюс на руке всегда сможем добрать, если что. Пошли бриться. Хоть и 27 на улицу, но без компресса никак. Без компресса нельзя. Попробуем, что у нас получится. Ага. Ну, то, что собрали помазок, распределили по лицу, вот теперь самое время, наверное, все-таки добавить-то водички.
супер-пупер какой-то, знаете, вот такой плотности пены пока не наблюдаю. Но общая картина, в принципе, больше благоприятная, нежели какая-то такая, знаете, фи-фи-фи. Так, компресс есть, пену нанесли. Ну что ж, давайте попробуем псевдоспортом, непонятным, как он ко мне попал, с той ручкой, с которой он попал. Даже не уверен, что это родная ручка. Ну уж какая есть, вот с ней попробуем. Начнем, наверное, с левой стороны, потому что с ручкой дяди Федора я хочу на правую загнать. Здесь более информативно для меня, все-таки правша, и здесь я буду лучше чувствовать. Погнали наших городских. I love you, baby. Вот что-то такое сразу. Бум. Ах. Ну, кто там на спортбочку катил? Да это огонь, а не станок. Да, жилетовские напевы, но станок-то огонь. Огонь за 200 рублей. Так, ладно, на проход прошли. Давайте сейчас на второй заходим. Воды маленько добавил, пена сразу же мигом потеряла ту плотность, которая была. Не такая, что она большая была, а сейчас вообще еще меньше стало. А здесь уже смотреть, как оседает. Достаточно бодро. Но бритье, скольжение нормально. Без всякой воды уже. И так там не гугу. Просто так нанесу. Вы не поверите, добривок практически не надо. Так, ну и переходим к основной магии. Убираем мы эту ручку. Уж не знаю, родная, не родная. И ставим точно не родную, но самую, что ты там, самую козырную из того, что этот станок наверняка когда-нибудь видел. Ручку от дяди Федора весом 100 грамм. Вот этой гантели сейчас и зафигачим что-нибудь. Так, здесь у нас уже поплыло чуть-чуть, поэтому давайте все это омолодим. Так, по-королевски чуть-чуть намочу, еще доберу, так, чтобы оно все уже было такое, знаете, прием. Так, и воды. Ну, хватает. Да батарейка, зараза, не успел подзарядить, вот хотел посмотреть, там много, немного осталось. Ну что, друг мой милый, раз ты меня уже удивил, удивишь ли еще раз, посмотрим.
Ну а этим шалить-то уже вот так не хочется нифига. Уже так, знаете, со статью дородно. Вот такое что-то. Михаил Гинин у нас с музыкальным слухом, он там вот это шкряп-шкряп расслышал. Но я думаю, ты-то уже услышал, как он работает. Вот этот шорох, шелест, вот этот. Блин, по кайфу, реально по кайфу. Так, что у нас тут, извиняюсь за интимные подробности. Не в том месте пушок вылез. Интересно, девки пляшут. Ну и последний, третий проход. Старая гвардия, она, знаете, кто-то говорит там, что он там глубоко не спашет, зато как надо спашет. Вот работаешь таким по мазкам, отдыхаешь, вот по сути-то за 3 копейки отличная вещь, а что не так-то? Ну да, красочка иногда облупляется, залупляется, но с лица воду не пить, во-первых, во-вторых, если вы такой эстет, ну возьмите полностью деревянный, я уже говорил, ну то есть вот хороший, хороший. Он не один такой, Симожа дофига по Москов, он один из. Были бы у меня другие, вот про них что-нибудь мог сказать, но вот сейчас других Симожей у меня нет, поэтому вот про него-то точно могу сказать. Ну, подбревать практически нечего. Ну, только вот в этих вот, в обычных моих местах, это, знаете, так, знаете, вот самый-самый децл. Если уж сильно даю, то вот, да, что-то могу найти. После скольжения умыла вполне себе. Поболее, чем у многих. Вот сейчас на лице вот очень всего дофига, на помазке тоже, поэтому могу, конечно, и без пены пройти, но что, все равно это не выкидывать. Ох ты, куснул сейчас себя сам, дурачок, поторопился вот здесь вот. Да, вон оно пошло. Забыл, что гантели в руках.
Ну все, хватит выделываться, и так уже там лишку наковырял. Ну, ребят. Ну вот как-то так. Ну, в любом случае мнение уже сформировалось, и оно не резко отрицательное, поэтому давайте сейчас до этого дойдем. Но компресс. Фух. Yesterday. Yes, оттуда и туда. Та-да-ти-дам, та-дам, far away. Та-да-и-дам, там. Та-та-и-на-там. Офигеть. Вот просто офигеть. Вот сейчас, вот знаете, вот даже вот морду лица можно маслом не смазывать, вот так с разбегу по любимой прокатиться лицом, и даже не чирикнет. Подумает, что это кто-то маленький прибежал, а меня шоркается. Вот так вот все, блин. Вот так вот все. Так, ну что, жизнь медом не казалась. Алкоголю надо, да? 47:11. Так, а что это? Неправильная камера стоит. Так захорошило, что даже ракурс не поменял нифига. Так, ну этот я знаю, этот жалеть не будем. Твою дивизию! Калинка с французским притопом. О! Ребята, это вещь. Вот просто однозначно вещь. Ярослав, тебе еще раз огромное спасибо за то, что прислал эту штуку. Какой же он душевный, какой же он... Вот выходили ребята, слова умные говорили, да, я вполне себе понимаю, это те люди, которые фанаты этой темы, и, конечно же, они в этом разбираются, и слова вот эти все вот специализированные, все это знают, и для них это свое увлечение. Они гораздо больше моего во всем этом разбираются, но я этих слов не знаю. И вначале, когда я вот почитал их комментарии, что вот ты, Вадим, там путаешь, что все, я вначале расстроился, потому что я их понял как-то так, знаете, кривобоко по-своему. Типа ты вот этого основ не знаешь, так какого ты калашный ряд-то суешься своим свиным? Типа ты слова-то вначале выучи, а потом уже как-то людям рассказывай. Ну, с одной стороны, да, можно так думать. Конечно же, они правы. Если ты о чем-то рассказываешь, то было бы логично, если бы ты хотя бы в этом разбирался. Но я думаю, что все-таки они не правы. Объясню почему. Почему я так думаю? Потому что я не стремлюсь в эти основы лезть. Для меня, по большому счету, не так уж и важно, какие там вот эти соединяются с этими вот этими, чтобы получить там ноту сердца какого-то уровня или ноту там чего-то там. Я не профессор. Я тот раздолбай, который селекции прогулял. Для меня важна сама атмосфера, тот дух, который продукт передает. Он у тебя или душу разворачивает, когда ты становишься парусом, и тебе просто хочется кинуться навстречу ветру, отпустить паруса и просто фигачить, нести, херачить, этим, блядь, насрать там, а правила, жопу ваши правила. Вот такое внутри. Если он это дает, для меня это по кайфу. А если что-то мазанул, ну что, и ничего. Ну так для меня это и ничего, и пофигу там какие правила, не правила. То есть вот это для меня важно. То есть внутреннее содержание, внутренняя составляющая, а не те грамматические правила, по которым эта композиция составлена, насколько она верна или нет. То есть вот так как-то. А вот это раскрывает душу. Раскрывает, и хочется просто, сломя голову, вот так вот просто навстречу ветру, выплюнул, мошку попала, и дальше, блядь, птица к деньгам, все, и летишь, понимаешь, вот это так может, вот за это я его люблю, вот за это он мне нравится. Вполне себе отдаю отчет, мальчик взрослый, что на кого-то это так не действует, на кого-то это, ну да, может быть, все мы люди разные, все мы человеки разные, но вот это, я к этому отношусь так. Хотя бы раз в жизни у мужчины это должно быть. Неважно каким образом, или вы себе это купите, или вы придете к другу, возьмете, попробуете, но вы хотя бы раз в жизни должны это попробовать, потому что это классика, потому что это
та вещь, которая не просто так стала классикой и пережила там столько времени, потому что это та вещь, которая заложена внутри себя с какой-то энергетикой, и она эту энергетику передает. Она кому-то отдает 100%, кому-то 5%, кому-то 55%, но она ее все же отдает, и здесь это есть. Вот поэтому я за этот продукт. И Ярослав, Танкишен, как у вас во Франции, а в Германии говорят, да, или как там говорят? Или здоровенький был, это не там, да? Шучу, шучу. Хорошая штука, хорошая. Станок. Ребят, батарейка еще позволяет. Правы те люди, которые в погоне, которые говорят, которые думают, которые живут вот так, которые в погоне зачем-то, вот человек часто так бывает, он зачем-то гонится, и все никак нахапаться не может, или наоборот, вот он уже что-то имеет, а вот ему хочется еще вот это, еще вот то. Много хороших вещей, ребят, много. Есть и за $100, и за 200, и за 300, и за 50, вот это вот хороших очень много. Вы один. И вы решаете, что себе взять, а что не взять. Но только когда вы будете принимать решение, а что взять, вот это, или вообще ничего не брать, ну его на. Ребята, пожалуйста, держите в голове, что существуют обыкновенные простые вещи, которые не где-то там, за 1000 километров и $200, а которые где-то тут, рядышком. Только оторвать жопу от стула, сесть на автобус, сесть за баранку, доехать 2, 3, 5, 10, 15 остановок, прийти и походить, посмотреть, что там лежит у людей. Вполне может быть, что вам и обломится счастье за 250 рублей. Не баксов, рублей. Потому что так как этот станок меня побрил, я просто тихо офигеваю. Мне спорт и раньше нравился. А то, что это спорт, я в этом уже не сомневаюсь, потому что ну слишком он схож. И да, это сделано по жилетовским напевам, совершенно все верно. Но это офигительная штука. А то, что он сегодня мне с жилетом по платином показал, так я вообще тут как дитя мало чуть кипятком не писал. Потому что ну реально по кайфу. Первый проход на родной ручке, но это была что-то ляля. Там просто вот, понимаешь, ведешь и кайфуешь. И знаешь, вот хочется ноги крестом поставить, что обоссыся от кайфа. Вот такое было. Вот он так бреет. И как только я взял ручку от дяди Федора, вот этот шмыгайло, легкий, задорный, который пум, тебе полностью лоск навел, он тут же превратился в корабельную артиллерию, которая может херачить по площадям и так даст, что мама не горюй. Это уже не какой-то там шмыгайло, это уже кадиллак вальяжный, роскошный. Ты его отпускаешь, этим уже вот так. Вы работать не будете, не захотите. Он вам даст, но вы не захотите так. Потому что 100 грамм весом, это, извиняйте, обязывает. И вы уже тут знаете, с чувством, с толком, с расстановкой, размеренно. Ручка великолепна. Дядя Федор, вот это, я не знаю, вот понравилось вам, вы для себя делали, понравилось или нет? Мне это реально по кайфу, потому что она невероятная. Объясню. Когда я на нее смотрел, я думал, пацаны охренели, что ли, как вот эта вот фигня вверху, для чего она вообще нужна, потому что она же в принципе-то будет мешать держать. Но я не стал этого говорить, я просто подумал, потому что, ну что говорить, потому что ручка уже есть, и ты еще в руках не держал, ты еще не брился, вообще какое ты имеешь право ты говорить, вот ты побрейся вначале, а потом уже говори. Ну и вот, как думал, так и получилось. То есть я реально сейчас вот ей побрился, я забыл про все эти выступы, забыл про это все. Мыльные, не мыльные, мокрые, не мокрые, это лапа геккона. Вот он присобачился к тебе к руке и все. Балансировка легкая, изящная. Ты держишь, короче, вот ты когда ее держишь, ты не думаешь. Вообще, твоя голова свободна. У тебя нет мысли, о, если я так, то будет так, а если так, то будет так. О, блин, нету. Ты просто забываешь о том, что она в руке. Ты чувствуешь только вес, дородный, такой весомый. Вот как у нас на Украине говорят, взял в руки, маешь вещь. Вот такое было. Блин, Федь, огромное тебе спасибо вот за эту ручку, потому что она реально по кайфу. Вот та, которая перед этим была, понравилась. Но в этой есть какая-то необъяснимая магия, которая заставляет ее еще больше любить, чем ту. Да, та по напевам таймлеса, и мне это все больше, таймлес это мое. Ладно, это мое все. Люблю я его, заразу. Хоть и нет его у меня, я мечтаю. Ну ладно, не буду говорить. А вот это
Ну, это, знаешь, это, видать, что-то у вас там из души, пумс, выскочило. И выскочило не просто так, это вот замерло в нержавой форме. И вот это вот у вас, это не выкидыш, ребята. Это всплеск. Всплеск радости и изящества. То есть вот хорошо, что у вас это из души выскочило. Классная штука, классная. Я тем более удивляюсь, как ты на большом станке умудряешься такие маленькие вещи делать. Но, Федь, прям уважуха, респект, уважуха. Хорошая штука, реально хорошая. Ты мне еще полку тут разбей. Помазок. В некоторой степени к нему можно отнести половину тех слов, которые были сказаны за станок. В погоне за апопенными, супер-пупами дорогими, нетривиальными вещами мы порой забываем о том, что у нас под носом, и стоит это в принципе относительно недорого. Который уже раз хочу повторить, ребята, если вы ставите во главу угла бритье, то побриться великолепно. Вам помогут самые простые вещи, которые практически нас окружают. Это рынки, это киоски, это базары, это магазины. Все это можно взять там. Более-менее приличные помазки, ну, парфюм лидер пошел там от 100 до 150 рублей, да их штук 5 видов. И лезвия там же есть. Станок тебе нужен. Ну, начиная от Ашана и заканчивая теми же самыми киосками, станки там за 150, за 200 рублей, да это, ну, не на каждом повороте, но можно взять, можно. Хочешь что-то металлическое, да он лорд 122 или там какое-то вот подобное изделие возьми, он там на главбритва зайди, там этих станков, как у дурака махорки, всяких разных. Это все напевы жилетов. Бери, не хочу, кто тебе мешает? Но у нас отношение к этому, знаете, такое... 150 рублей. Да ты чё? Я вас умоляю. А на самом-то деле это не так. Это у нас вот здесь таракан сидит. Потому что вот эти вот станочки за 150 рублей, за 200 рублей, они дарят-то ничуть не меньший кайф. Вот когда вас уже прет, когда вас уже пучит, когда вам хочется какое-то такое, вот знаете, вот, а вот хочу из нежи, чтоб на века, а хочу, чтобы было вот такое, а хочу, чтобы было такое, вот. Вот тогда уже можно смотреть на что-то дорогое, потому что вы уже какой-то баланс, вы уже какой-то багаж заработали, получили. И для движения вперед, да, есть такие позиции. Но начинать с простых, да это сам Бог велел. Оглядитесь кругом, их навалом, навалом. Просто дайте себе труд. Не каждый станок будет так брить, согласен. Иногда вы можете нарваться там на станок с не очень хорошей геометрией. Бывает такое. Ну, глаза тоже никто не отменял. Если у вас глазки слабые, как у меня, ну возьмите за большой глаз. Там на месте, там где продают, наверняка у него увеличительное должно быть. Там раз посмотрели, ну ровненько, ровненько. Ну, дай лезвие я тут ставлю. Ну, смотри, все хорошо. Тогда берите. На Авито покупать, но тут жим-жим. Фиг его знает, что пришлют. А так по городу пробежать, а почему бы и нет. Поэтому было. Спасибо, Дима, что посоветовал. Вы знаете, вот чего-то особенного, вот такого, что бинго, нет, я не получил. Пена подсаживается? Да, подсаживается. Такого что-то плотного, такого, знаете, чтобы сливки с молоком, чтобы вот так кусками кусал и кайфовал, как кусочки все. Нет, тоже не было. Такая достаточно неплотная, но скольжение хорошее. После скольжения, когда ты уже прошел, да тоже как бы на лице-то всего. Ого-го. Ну вот смотрите, сейчас... Ой, ну это у меня руки кривые. Ладно, уберу потом. Вот смотрите, достаточно таким хорошим станочком-то прошли, а побрились-то нормально. Цена вопроса. То ли 40, то ли 50 рублей. 50 рублей, по-моему, 50, да. То есть я вообще не знаю, вправе ли я к нему какие-то требования проявлять за такие деньги, потому что, ну вот этот кусок, он может вам как голову помыть, как руки, так и побриться отдать, как в принципе большинство, и мыл-то тоже. Но вот если прочесть его состав, смею надеяться, что если они позиционируют «Фабрика Свободы» это мыло как для бритья, то глицерина здесь должно быть поболее, чем в онах, потому что все-таки, ну, основное отличие мыл для бритья это то, что там глицерин побольше, чем в обычных мылах. Но почему-то все равно есть какие-то смутные сомнения, так ли это, потому что такой, знаете, характерной плотности пены не ощутил. Но бреет, как ни странно, нормально. Поэтому, ребят, если вы собираетесь куда-то в поход, и у вас стоит выбор
взять что-то недорогое. Что вы возьмете? Крем для бритья за 40 рублей или вот это мыло за 50, решать вам. Но я бы, наверное, все-таки взял вот это мыло, потому что помимо побриться, оно еще даст и лицо умыть, и руки помыть, еще и голову. Кто-то скажет, да я это из крема могу сделать. Да, да. А еще крем можно глотать как слабительное. Ну, кто-то этого не делает, вернее, никто этого не делает. Поэтому, ребят, я вот за этот кусок. Звезд с неба не хватает, но за 50 баксов, да, я ему половину плотности пены прощаю, тем более, что бреет он нормально, хорошо. Вот, ребята, от всей души хочу, чтобы рано или поздно в вашей жизни встречались какие-то такие светлые окна, что ты вот идешь, споткнуться, твою мать, вот, стой, смотри, блестит, раз вот в карман бросил, а потом она тебе счастьем подарила. Вот чтобы было такое. Очень многие проходят мимо, не замечают. Под ноги-то смотрите, вдруг оно уже там, а вы собрались мимо пройти. Вот, пускай это у вас и будет. Все, хлопцы, давайте, на этом я с вами прощаюсь. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим. Пока-пока.